Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем снова здравствуйте, мы находимся на тестовом сервере, и я думаю, что надо сделать отдельное видео про систему гарантов, и про счетчики, и вообще про все, что с этим связано. Потому что до сих пор даже старые игроки есть много, которые не понимают, как это работает, либо не знают каких-то нюансов. Давайте начнем с базовой вещи. В каждом баннере есть счетчик. Счетчик призывов, которые вы делаете. В каждом баннере он отдельный. Вы должны это понимать. Отдельный счетчик для каждого баннера. Если у нас стандартный баннер вот этот вот, он у нас не ограничен по времени, и он переходит из сезона в сезон, здесь у нас счетчик не сбрасывается никогда. То есть если мы, я не знаю, 18 сезонов назад сделали один призыв и решили на 19 сезон сделать еще один призыв, то это будет второй призыв. То есть первый, он так и останется в памяти. То есть здесь счетчик не сбрасывается. Как я уже сказал, счетчики у каждого баннера разные. У баннеров, которые ограничены по времени, счетчик сбрасывается, когда баннер, соответственно, заканчивается. То есть через 5 дней 21 час у нас закончится этот баннер, и этот счетчик больше нигде вы никогда не увидите. Ну, в том плане, что все, он вместе с баннером закончился. И когда у нас будет следующий баннер, для него счетчик также пойдет отдельно с нуля. Это важно понимать для того, чтобы понимать, что такое скрытый гарант, и что, допустим, вот этот вот гарант, который здесь указан, самый базовый, очевидный, не скрытый, да, вот он прописан прямым текстом. То есть у нас счетчик сбросится, и, соответственно, нам до легендарного героя, до получения вот этот гарант, он также будет 70, то есть он начнется с нуля. Это самый базовый гарант, который есть в каждом баннере. Опять же, еще раз проговорю, что счетчик каждый раз сбрасывается, как только у нас заканчивается баннер и начинается другой. Они никуда не переходят, нигде никак не сохраняются. Учтите это, потому что видим, что для получения возможности выбрать какого-то героя из представленных нам нужно сделать здесь 300 призывов. Соответственно, если у вас не хватает призывов, и вы не уверены, что у вас хватит, пока вот этот счетчик не закончится, баннера я имею в виду, то не начинайте даже крутить, потому что если вы не докрутите, а у вас эксклюзивный герой не упал до 300, да, то вы просто потратите ресурсы, огромное количество ресурсов впустую. У нас всегда в таких баннерах главная цель — это вот эти персонажи, которые здесь представлены. Помимо базового вот этого открытого гаранта, я имею в виду, который вот очевиден, который указан, есть в игре скрытый гарант. Это не какая-то теория, это факт. Это факт, и разработчики уже это подтверждали уже давным-давно. Это все было исследовано, не думайте, что это какая-то, я не знаю, теория. Это факт. Гарант есть вскрытый в каждом баннере. Как он выглядит? Если на 999 призывов нам не падает эксклюзивный герой, то на 1000-й призыв у нас упадет один случайный эксклюзивный герой из тех, что представлены в баннере. То есть, если бы здесь был какой-то один эксклюзивный герой, мы, получается, получили бы именно его. Ну а среди вот этих 5, получается, будет случайный. Это скрытый гарант, он, опять же, да, имеет связь с счетчиком, то есть нам нужно 999 призывов сделать без выпадения эксклюзивного героя. И то есть, когда баннер у нас заканчивается, естественно, этот счетчик обнуляется, и в следующем баннере опять начинается сначала. Единственное, что, да, в стандартном баннере он сохраняется, но 1000 призывов, это тем более, что падает случайный герой, и чаще всего герой падает не очень хороший здесь, ну, по моему опыту. Поэтому, конечно же, сюда крутить, но это надо быть китом, то есть человеком, который огромное количество денег в игру тратит. Я не кит, я планктончик, поэтому мое самое ценное и все, что мне нужно, это вот эта вот система выбора персонажа за 300 призывов. Она позволяет мне, допустим, собирать команды гарантированно. Важный нюанс вот в этом счетчике, вот в этом. И в выборе вот этого героя. Когда мы берем героя вот здесь вот за 300 призывов, он не сбрасывает счетчик скрытого гаранта. Вот на 1000 призывов. Не сбрасывает. Потому что это не считается выпадением эксклюзивного героя. Это просто бонус. Бонус в баннере, когда мы
потратив 300 призывов, можем здесь выбрать кого-то на свой выбор. Это бонусный герой, и он счетчик не сбивает, когда мы его забираем. То есть, если после 300 мы продолжим делать призывы, и нам не будет ни одного эксклюзивного героя выпадать, то через 700 призывов, то есть на 700 после 300 вот этого, то есть на 1000 по факту, да, в общем, у нас выпадет гарантированно вот по этому скрытому гаранту эксклюзивный герой, случайно. Это то, что касается скрытого гаранта. Есть у нас еще вот такой вот гарант, видим, он здесь прописан. В каждом вот таком баннере у нас приоритетно, если вдруг нам везет и нам выпадает эксклюзивный герой, здесь вот, да, просто призывы делаем, и нам выпадает эксклюзивный герой. Первый герой, который упадет, это всегда будет один из тех героев, если их здесь несколько, нового текущего сезона. У нас сейчас 6-й сезон по счету получается, и здесь только один герой нового сезона, это вот он, собственно, Торгас. То есть, если нам до гаранта упадет какая-то эксклюзивка, либо даже по гаранту, да, то есть на 1000 призыв, мы гарантированно получим именно его, нового. Если же здесь не было бы никакого нового героя, то есть, допустим, что Торгаса здесь нету, тогда нам просто выпадает случайный герой из тех, что представлены. Это вот здесь всегда прописано. Причем обратите внимание, что здесь написано героя бойца, то есть ДД. Если у нас баннер конструктор, который будет позже, когда мы выбираем любые две школы, и там у нас в пуле героев, соответственно, какую школу мы выберем, например, это будет тоже огонь и свет, то здесь еще добавится в пул героев эксклюзивные герои поддержки, типа Митраси. И их это правило не касается. То есть здесь конкретно написано, что именно героя бойца. Если вам выпадает именно герой ДД, боец, то он окажется гарантированно новым героем текущего сезона. Если таковые, конечно, имеются. И есть один еще незначительный, но все равно приятненький гарант, который тоже нам нигде не прописан. В стандартном баннере, если вы новый игрок, то есть вы только начали играть на новом аккаунте, на новом персонаже, на первые 20 призывов вам гарантированно упадет легендарный герой. Если, конечно, очень сильно повезет, это будет какой-то эксклюзивный герой. Но обычно падает что-нибудь такое простенькое. Еще раз скажу, да, первые 20 призывов вот в этот стандартный баннер у нас гарантированно дают одного легендарного случайного героя. То есть до 20. Это бывает даже на первые 10 призывов срабатывает, то есть везет нам. И этот гарант работает всего лишь один раз. Это нужно учесть. Я уже сказал, что счетчик вот в этом баннере никогда не сбрасывается и переходит, сохраняется между сезонами. Соответственно, если вы получили, то есть сделали призывы вот эти 20, там, либо 10, и вам упал легендарный герой, то больше у вас этот гарант никогда не сработает, он одноразовый. Про этот баннер сказать нечего, тут отдельная система гаранта, видим, что на эпического героя, на легендарного очень низкий шанс, и гаранта на него вроде как нету. То есть вам должно очень сильно повезти, бывает даже 1000, либо больше тратишь этих фиолетовых кубиков, и никакого легендарного героя нам не падает. Вот такая вот система гарантов существует в игре, и давайте мы покрутим этот баннер и посмотрим, может быть мы увидим, как на 1000 призыв, хотя у меня ролики уже были, да, я уже неоднократно проверял эти гаранты давным-давно, тоже на тестовом сервере, и у меня там уже это все было, как бы и не у меня одного. Но все равно, этот баннер у нас желанный, очень желанный, потому что мы здесь сможем получить лучницу, особенно это актуально для новых игроков, и для старых тоже в том числе, то есть мы сможем здесь пробуждение, например, добрать, если у вас она уже есть. Этот баннер у нас будет после баннера с молниями, то есть сегодня у нас какое число? 24 апреля. То есть где-то через дней, по-моему, 10 у нас будет вот этот вот баннер. И я буду также выбирать здесь дикость и лучницу, то есть ауру. В том числе я дикость здесь выбираю даже не из-за новой эксклюзивки, а вот из-за чёрика. У меня он есть, я хочу взять дубль, если вдруг он упадет, чтобы купить артефакт. Купить артефакт, там прикольный артефакт, он работает с любой командой. Увеличивает на 50% урон всей команды, поэтому интересно его попробовать в разных экспериментальных составах. Что ж, давайте крутить. Я не буду это комментировать, я просто покручу очень быстро и еще и ускорю на монтаже, чтобы вы свое время много не тратили. Причем я, наверное, сделаю 500 призывов без остановки и сделаю 500 призывов по методу суеверного китайца. То есть я буду заглядывать каждые 20-30 призывов, если ничего не упало, буду заглядывать в пул героев. Он часто это делал, и ему везло довольно-таки неплохо.
Ну вот и 500 призывов сделано. Теперь будем делать с просмотром пула героев. Кстати, давайте посмотрим, сколько мне в итоге упало за 500 призывов. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, подождите, 10, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? То есть в среднем одна легендарка за 50 призывов. Ужасный показатель. Теперь давайте по методу суеверного китайца. Ну ничего себе. Я наглядел, назыркал на целых 3 сразу. Это очень редко происходит, когда тройное выпадение. Очень редко. И теперь давайте наглядно посмотрим. 990 призывов. Я забираю Торгаса, допустим, да, потому что у меня здесь его нету. Нам его не прописали, так как он еще не появился, когда у нас здесь стартанул сезон. Забираю Торгаса. Это наглядно я покажу, что вот этот вот выбор героя, он не влияет на гарант. Ну и также наглядно покажу, как этот гарант работает. Давайте делаем по одному призыву. И вот вам, пожалуйста, хопа, магия гаранта. Кто же это мог быть? Кто же нам здесь упадет? Это именно Торгас. Во-первых, сработал гарант на 1000-й призыв. Во-вторых, сработал гарант на нового героя сезона при первом призыве эксклюзивного героя с баннера. Такие вот дела, такие вот гаранты. И, кстати, давайте посчитаем, где там на мои... Обращу внимание, что вот эта вот в системе информация, Торгас, она здесь указывается только когда мы его выбиваем. Когда мы его забираем вот здесь вот за 300 призывов, здесь его не будет. То есть, когда здесь кому-то что-то падает, это значит, что они не забирают его вот здесь вот на выбор, а именно выбивают дополнительного эксклюзивного героя. И давайте посчитаем, сколько у меня здесь за 500 призывов насыпало. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Это всего 24. То есть, если изначально их было 10, я насчитал за 500, то на второй раз, кстати, не намного больше. 14. На 4 больше. Если бы не тот тройное выпадение, то да, было бы совсем примерно одинаково. Не знаю, насчет китайца, прав нет, но я все равно так постоянно делаю, потому что это заразительно. А на этом все. Всем спасибо и всем пока. И удачи, конечно же, всем с выпадением эксклюзивного героя до гаранта.